Всех снова приветствую на меловом. Я более-менее совсем разобрался. И чтобы вы понимали, после этого ролика следующий ролик будет, вот она у меня лежит на просушке уже розовая узбечка, потом будет голубая узбечка и обе чародейки. Они у меня в большом количестве сейчас находятся и на просушке все, и поэтому пойдут ролики. Первый нюанс, который бы я хотел рассказать в данном ролике, тут он буквально пару минут будет идти, это о Авито доставка. В предыдущих роликах я про нее рассказал, но она не действовала по акции, потому что у меня стоимость заказа стояла всего лишь 160 рублей, ну как за килограмм получается, да. И суть в том, что минимальный заказ для акции 200 рублей. Поэтому сейчас я сделал стоимость 320 рублей. Это как за 2 килограмма получается кускового мела на Авито, да. И то есть теперь у вас будет действовать по акции доставка. За 49 рублей, по-моему, она полностью по всей России действует. Ссылочку, как всегда, увидите в описании под данным роликом. И суть в чем? Допустим, если вы заказываете с этого Авито, то у вас идет как? Вы оплачиваете за 2 килограмма. Если вы хотите заказать 3, 4, 5, 10, 15 килограмм, у вас стоимость будет также 49 рублей. Но суть в чем? Во-первых, вы сможете воспользоваться данной акцией 3 раза. До окончания данной акции осталось 1,5 месяца, она будет длиться до, ну не 1,5 месяца, где-то 40 дней. Она будет длиться до 31 марта. Это первый нюанс. Если вы захотите заказать более 2 килограмм, которые вы оплатите изначально в самом Авито, да, то это будет действовать как? Вы оплатили доставку Авито и пишите мне, сколько вам чего нужно. Допустим, вы расписали, там у вас получилось 10 килограмм. За 2 килограмма, к примеру, кускового вы уже оплатили в самом Авито. Всю оставшуюся стоимость вы просто оплачиваете мне по переписке, мы с вами договариваемся, и отправляю я вам не то, что вы оплатили там в самом Авито, да, а полностью общий заказ. То есть это действует так. Вы так сможете заказать 3 раза до 15 килограмм, доставка 49 рублей. Но это просто гениально, мне кажется. Классно просто. Для многих это будет как сейчас по акции, так и потом, когда акция исчезнет. Первый момент. Второй момент, решил немножко поделиться такой историей о доставке заказов за границу. И рассказать бы хотел я следующее. Честно могу сказать, очень часто отправляя заказы Почтой России, а за границу это тем более Почта России, ну и про Россию сейчас про саму поговорим. Когда я отправляю заказы почтой, всегда стоимость плюс-минус приблизительная, то есть она может 50, 100 рублей и так далее, да, отличаться. И обычно, как бы, я изначально не иду на саму почту, чтобы прямо узнать конкретную стоимость. То есть я узнаю через приложение, оно узнает ориентировочную, как я только что и объяснил. И всегда после отправки я пишу, допустим, у вас, допустим, вышло там на 50, на 100 рублей дороже, не могли бы вы оплатить по тем же реквизитам? Человек просто оплачивает, и никаких проблем. То есть я всегда так делаю, да. Если вышло, например, наоборот, у меня на 100 рублей дешевле, я пишу, вы их сможете использовать в следующем заказе. И в основном, скажу честно, доставки, когда я делаю за границу, там люди делают большие очень заказы в основном. Даже если они делают заказ там на 1000 рублей, к примеру, да, то у них доставка выходит на 1003. И доверие почему-то к людям, которые за границей оформляют заказы, оно больше, потому что ни разу не было такого, чтобы человек, оформляющий заказ из-за границы, не оплатил его. Ну, вот эту вот стоимость, допустим, у меня потом на 500 рублей дороже доставка вышла, ну, пишу, объясняю, как бы, они только за оплачивают, потому что единственный вариант заказа у них там мела, это я знаю эту точку, где этот мел продается, он там стоит, чтобы вы понимали, за полкилограмма с учетом доставки 4000 люди там платят. 4000 рублей за полкилограмма мела, это до хрена, согласитесь. И поэтому, когда они заказывают мел у меня, допустим, из России, да, или у любого другого продавца из России, они как бы благодарны, они радуются тому, что они могут заказать по такой дешевой цене, как у нас. Хоть и доставка очень дорогая, как я уже объяснил. И сейчас, собирая заказ, я не знаю, на реально огромную сумму, и там в районе чуть ли не 100 тысяч, я вот так могу сказать. Конечно, большая часть здесь идет за доставку. Но я к чему веду? У меня ни разу не было такого вообще, чтобы человек мне написал, да, допустим, я не буду оплачивать там вот эти 50, 100 рублей и так далее. Поэтому я вообще не рассчитывал на то, что когда-то может произойти со мной в заказе за границей человек, который оформил его, да, что он не сможет его оплатить. В общем, в чем суть? Полгода назад примерно это произошло. Девушка оформила заказ, у нее доставка вышла в районе 2-3 тысяч. Я заказ отправляю, и доставка выходит на 1200 дороже. То есть в основном Америка преобладает вот в этом. И то ли из-за курса доллара, то ли из-за некорректной работы приложения Почты России, доставка зачастую выходит, особенно из-за границы, когда делают заказ, дороже всегда почта рассчитывает во время самой отправки.
И вот очередной заказ я так отправил, пишу девушке, говорю, я все отправил, она, вау, спасибо, классно, буду ждать свой заказ. Я пишу, но есть нюанс, то, что доставка вышла на 1200 дороже, не могли бы вы оплатить по тем же реквизитам? На что мне человек скинул миллион сообщений на то, что типа, ну вы же изначально написали одну стоимость. И в конце прилетело мне такое сообщение, я на это, ну, как бы ничего не комментировал, я просто это в тот момент читал. В конце мне прилетело такое сообщение, ну сделайте мне, говорит, в подарок это просто, раз так вышло. Я просто уже ответил, говорю, ладно, окей, без проблем, я вас понял. В подарок. Во-первых, почему, как я и объяснил, я доверяю как бы больше, да, людям из-за границы, потому что, ну вот я вам объяснил этот в общий момент, не буду размусоливать. Второй момент, девушка общалась со мной на прям открытом русском языке, то есть она из России и переехала, вот она в Германию, получается, оформила заказ, поэтому доверие было как-то еще больше. Но когда я увидел вот это сообщение, ну сделайте мне просто как подарок, это небольшая сумма, всего лишь 1200. Знаете, за что было больше всего как-то обидно, смешно, я даже не знаю, как сказать. За тот факт, что да, действительно, доставка у него вышла 2-3 тысячи, но сам заказ у него вышел на 1100, а доставка вышла дороже на 1200. То есть я ушел даже еще в минус на 100 рублей. Я просто не понимаю, как можно написать, сделайте мне там скидку, подарок, да, на 1200, когда весь ваш заказ вышел на 1100, это, ну, с учетом еще того, что я этот заказ собирал, отправлял, плюсом заказы за границу еще там сложнее немного отправлять, и я еще и в минус на 100 рублей ушел. Мне тогда с этого прям, ну, не то, что смешно было, как-то, я не знаю, ну, не по себе от того, что человек вот так вот просто поступил. Поэтому вот какая-то такая история. Как бы я и сейчас стараюсь не заморачиваться в плане вот этой небольшой расценки, с цены и так далее, потому что я знаю, что, ну, люди оплатят, я думаю, в любом случае. Не знаю, в общем, что еще сказать, не помню, рассказывал я эту историю или нет, насколько помню, нет. Ну, в общем, какая-то такая история получилась. Пишите, что думаете по этому поводу. Ну, вот я решил так довериться, и вот в итоге зря. В общем, ждите, совсем скоро будет розовая узбечка. Прям, я думал, кайфану я с нее. Потом следующий будет идти голубая узбечка и чародейки обе. Какая из этих 4 глин вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике на узбечке розовой. Я уже немножко тут заговариваюсь, потому что собирал сейчас вот этот большой заказ, а время 6 утра. Вот, в общем, как-то так.